теперь я расскажу, как я родился, как я рос, как во мне обнаружились первые признаки гения. Я родился дважды. Это произошло вот так. Папа Ханса. Мама Ханса. Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но произвели меня на свет в 1905, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. 1 апреля 1903. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень счастливом настроении и не удержался и сказал маме с 1 апреля. Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. 1 апреля 1904. В 1904 году, 1 апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа не бушевал, ничего не помогло. 1 апреля 1905. И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на 4 месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствующий при этом один наш знакомый студент военно-медицинской академии заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали. Да, в торопях не туда. Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит: «Подавайте мне моего ребенка!» А ей отвечают: «Ваш, говорят, ребенок находится внутри вас». «Как?» — кричит родитель. «Как ребенок внутри меня, когда я его только что родила?» «Ну, — говорит родительница, — может быть, вы ошибаетесь?» «Как?» — кричит родительница. «Ошибаюсь? Разве я могу ошибаться? Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне». «Это верно, — говорит родительница, — но может быть он куда-нибудь заполз?» Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице. А родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел. Однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Тут опять папа разбушевался. Дескать, это, мол, еще нельзя назвать рожденным. Это еще не человек, а скорее наполовину зародыш, и что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И вот, поместили меня в инкубатор. В инкубаторе. В инкубаторе я просидел 4 месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через 4 месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в 3-й раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января. 1 января 1906. Режиссер Дима Теплов, актер Валерий Кривенков, текст Даниил Хармс. Задание мамы номер 13. Отраженное действие.